вкусно кушала с бабулей летом пирожочки. Или учеба на отлично, или не ходишь на гимнастику. Действительно, мне просто очень всегда нравилось заниматься художественной гимнастикой. Закрылась мысль, что ты планируешь там остаться. Ну, конечно, мне очень понравилось. Я не могу без мамы. А что я плачу? Я не хочу, чтобы ты занималась гимнастикой. Это было разочарование. Но потом все как-то так закрутилось. Ну, Катя Селезнева вообще трудолюбивая гимнастка. Нет, мам, будет классно, я сейчас поставлю. Подожди, 12 прогонов сделала. Да, а плоскость не та. Я думала все, потому что я была все. Что за допинг? Сама в шоке. Я помню, когда мы записывали прогон, я там просто легла, у меня в глазах темно, в ушах звенит, и я думаю, божечки мои, я вообще еще жива или нет? Катя, привет, мы тебя очень долго ждали. Привет, очень рада к вам наконец-то попасть. Мне кажется, мы сегодня будем настоящими разрушителями мифов, стереотипов художественной гимнастики, потому что ты долгожитель. Конечно, Лиза Туктамышева в фигурном катании тебя превзошла по чемпионатам России. Если я не ошибаюсь, 15, я фанат фигурки. У тебя 11 чемпионатов России. Это просто 11 лет быть гимнасткой уровня топ. Ты, по-моему, закончила университет с красным дипломом. И школу. Нет. Университет не с школу с золотой медалью. Да. И очень хорошо отучилась в университете, причем в РГУФке. И несколько курсов прям смогла учиться очно. Да, так и было. И ты старалась совмещать, то есть ты не вела такой образ жизни, что только Новогорск. Ты смогла совмещать достаточно интересную, яркую личную жизнь. То есть мы следим за тобой в Инстаграме. Может быть, еще есть какие-то мифы, либо что-то еще, что мы о тебе не знаем, а сегодня расскажем? На самом деле никогда не задумывалась о себе как о разрушителе каких-то стереотипов. Просто как-то так с детства пошло, я не знаю, наверное, благодаря моей маме началось все это, что у нас было условие или ты учишься на отлично, или не ходишь на гимнастику. То есть я не могла, у меня не было никакого выбора, поэтому пришлось учиться хорошо. А был ли шанс не ходить на гимнастику? Потому что, возможно, наши зрители не знают, Ольга Николаевна, твоя мама, заслуженный тренер России по художественной гимнастике. Да, но в то время она еще не была заслуженным тренером. Конечно, это никак не умаляет ее тренерских достоинств и качеств, но мы начинали совсем с небольшого, мне кажется, кружка художественной гимнастики в городе Пушкино, и тогда занятия длились несколько часов, 3 раза в неделю. И потом по нарастающей уже прибавлялись дни, и когда я в 5,5 лет пришла с мамой в зал, просто так на ее работу, меня не с кем было оставить. Я посмотрела на девочек и, конечно, влюбилась в этот вид спорта, сказала, что я хочу. То есть твоя мама не выполняла функции фанатичной мамы с 3 лет, ты там, в грузах не делала ФП из ФП, как дочка тренера, которая должна быть number one. И... Ни в коем случае. Я вкусно кушала с бабулей летом пирожочки там на даче, все было как надо, как у обычных детей. Ни в коем случае такого не было. Я сама захотела. Но это было чуть попозже, наверное. Не в 5,5. Или ты уже в 5,5 поняла, что все серьезно? Я как зашла, увидела девочек, ленточек, как это все происходит. Я сказала, что я тоже хочу с тобой каждый день теперь ходить. Не остановилась. Но был вопрос со школой, смогла ли совмещать? Или все у тебя получалось со школой? Наверное, какой-то случай был, когда я получила 4 или 3, и вот мне сказали, что или учеба на отлично, или не ходишь на гимнастику, и больше вопросов никогда не возникало с учебой. Бывает много историй, связанных, что портятся отношения между мамой и дочкой-гимнасткой, потому что очень тяжело разделять. Из твоих предыдущих интервью я знаю, что у вас прекрасные отношения с мамой. Да, конечно, мне кажется, у любого тренера со спортсменкой бывают какие-то сложности. Это в любом случае взаимоотношения, и не бывает все всегда гладко. И, конечно, и у нас с мамой бывали разные моменты. Наверное, что-то и на тренировке не получалось, что иногда переносилось домой. Но никогда это не было чем-то неразрешимым. Мы всегда умели найти подход друг к другу и слушали. Всегда нужно слушать в любом конфликте, что не так, и стараться из него выйти, если тебе человек дорог, и
ты хочешь решить ситуацию. При этом была ли у тебя ревность, как мама? У мамы все-таки целый ряд очень крутых гимнасток. Саша Солдатова, Аня Жигалкина. Возможно, ты мне подскажешь еще именно. В сборной еще Оля Климова была. 2001 год рождения, в групповых она стояла. На самом деле много девочек, которые выступали на чемпионатах России на этом уровне. Мне кажется, это достаточно высокий уровень. Занимали места в командном первенстве среди нашего центрального федерального округа. Но мне кажется, что фамилии какие-то не особо известные прям людям их не знают. Есть вопрос про ревность, когда как раз ты в группе была, когда Саша Солдатова, правильно? Да, скорее, Саша Солдатова была в группе, когда я была. Наверное, это все-таки так, потому что прекрасно помню этот момент, когда ты уже взрослый, такой относительно кажешься спортсмен, и приходят малыши. И в один год пришли Саша с Аней, и, конечно, они прям такие кнопочки были маленькие, бегали по залу, всегда сразу отличались, выделялись от остальных, сразу были гибкие. Но ревности никогда никакой не было, потому что у нас всегда мама давала старшим девочкам как шефство над младшими. И у каждой гимнастки была гимнастка поменьше, за которой она следила там, во время тренировки как-то подправляла, возможно, с чем-то помогала. И какая тут может быть ревность? Я не знаю, мы как одна большая семья всегда были. Ты понимала, почему, например, мама работает с другими гимнастками больше? Например, возможно, Саша Солдатова, она больше работала, с тобой меньше? Такого не было никогда. Не знаю, у нас все всегда одинаково как-то работали самостоятельно. Такого не было, чтобы кому-то больше внимания уделяли. Катя Селезнева была лидером группы у мамы? Наверное, не сразу, но была, потому что сначала были взрослые для меня девочки, когда я только пришла. Это 90-й год рождения, 91-й год рождения, и они, конечно, для меня были тогда уже звездами, они много что умели, а я ничего. Но со временем, наверное, учитывая, что я одна взрослая осталась из того поколения, и приходили все младше, наверное, можно и сказать, что была. То есть ты в этот период уже поняла, что ты можешь спокойно оставаться одной взрослой, будут приходить новые поколения. Мне кажется, в Новогорске было примерно так же. Первые успехи в вашей группе, то есть, если я не ошибаюсь, это были не ты дала чуть позже такие прям результаты. Результаты на мировой арене, наверное, первая Саша была. Но я не могу сказать, какие первые соревнования. Мне кажется, это был клубный чемпионат мира в Японии. Они тогда с Женей и Дашей, если я не ошибаюсь, выступали. И это был такой первый для нас старт, что от нас девочка поехала из нашего маленького Пушкина куда-то на мировую арену. И потом, наверное, Саша первая, пошла дальше гран-при, какие-то кубки мира. И помню еще, как мы вместе выступали в Холоне. Там гран-при было, и при нем турнир, как всегда, международный. И я выступала в турнире, стала первая в турнире, а Саша стала первая на гран-при. И мы вдвоем там были, можно сказать, две первые из Пушкина. Я удивляюсь мудрости твоей мамы, что ты, как дочка, никогда не чувствовала на себе никаких дополнительных каких-то косящих взглядов, и ты никогда не чувствовала, что были и лидеры, то есть ты не уходила из гимнастики, может быть, часто сразу, то есть ты спокойно относилась к тому, что приходит молодежь, а ты тренировалась, то есть эта любовь к гимнастике, это вам, видно, по наследству передается, то есть ты так спокойно об этом говоришь, я пытаюсь тебя вывести на какую-то провокацию, а у тебя все абсолютно так по любви, честно и открыто. Я думаю, сейчас, может быть, попозже будет Новогорск. Просто так как-то с детства было, как пришла, так влюбилась и в вид спорта, и во все вокруг. И действительно, мне просто очень всегда нравилось заниматься художественной гимнастикой. Были первенства России? Потому что у меня этой информации нет. Сразу есть чемпионаты России. В 2007 году я первый раз вошла в сборную юниорскую на юном гимнасте в Ярославле. Это уже такая, уже звездочка была, получается. Чуть-чуть. Но первенства России все равно ограничиваются по возрасту, а то чемпионаты можно участвовать, пока ты тренируешься. Да. Какой самый яркий все-таки чемпионат России среди 10?
Ну, во-первых, все чемпионаты России в Пензе, это были, мне кажется, все яркими по-разному, потому что... Почему в Пензе? Потому что они всегда проводились в Пензе. Всю жизнь они проводились в Буртасах в Пензе. Всегда Я даже это, кстати, не знала, эту информацию, что всегда У нас каждый год чемпионат России и Кубок России — это Пенза, и мы туда То все есть ты 10 раз выступала в Пензе? Не 10. Были еще один раз Сочи и Москва. Возможно. В Москве проводился в Дворце гимнастики Ирины Александровны. Но в основном это вот с детства это всегда была Пенза. И там чего только, конечно, не было. Это такой сложный турнир. Мне кажется, один из самых сложных, потому что ты должен сначала пройти командную квалификацию, все 4 вида. С этой командной ты отбираешься в финалы отдельных видов. И отсюда же ты отбираешься в финалы многоборья, где ты должен завоевать свое место, чтобы войти в сборную. Получается, у тебя сколько? 12? 4-4-4, да, 12. 12 выходов, да, и каждый ты должен выложиться на максимум, поэтому очень тяжело всегда было. Но самый запоминающийся, наверное, Сочи. Мне кажется, он мне больше всего удался. Многие гимнастки ставят себе цель выступить на чемпионате России и заканчивают. У тебя же их было целый юбилейный десяток. Кстати, десяток как-то отмечала или нет? Нет, никак. На чемпионате России. Выступлениями. Отношения, когда ты приезжаешь, наверное, на первый ты все-таки приезжала не лидером сборной, но на заключительный, на последних 5 заключительных, мне кажется, ты приезжала уже как такой, как бы один из лидеров сборной. То есть какое отношение сложнее, когда ты приезжаешь и только пытаешься завоевать свое место, или ты уже приезжаешь, но при этом понимаешь, что на тебя особенно смотрят, и за тобой особенно следят, за каждым твоим шагом, и потом нынче век различных социальных сетей, где все обсуждается, и когда ты особенно звезда. На самом деле, наверное, и так сложно, и так сложно. Я помню свои ощущения, когда приезжала первые разы на чемпионаты России, и это, конечно, было очень страшно. То есть ты не в сборной России пока что, ты из маленького городка, и не тренируешься в Новогорске, ты никакая не звезда, и вот ты ждешь своего часа опробования и смотришь, как опробуются девочки из сборной, и у тебя уже там поджилки трясутся, ты думаешь, какие же они классные, а вот ты что можешь сделать? Я помню вот эти ощущения, и всегда было неимоверно страшно, что ты ничего не сможешь показать. Вот такое какое-то чувство было. Потом ты стала этой девочкой из Новогорска, которая с этими сумкой с большой в наушниках заходит, на нее все смотрят. Вот эти все костюмы тогда были Боско, и ты думаешь, боже мой, какие красивые девочки. И вот всегда мечтаешь тоже там оказаться. А когда ты стала этой девочкой? Когда ты стала этой девочкой, когда я стала этой девочкой, я даже не могу сказать, что я стала этой девочкой, потому что ты потом не думаешь о себе так, как вот со стороны ты на это смотрел. Ты ощущаешь себя самой собой, и тебе не кажется, что это как-то очень круто или классно. Сосредоточен уже совсем на другом, на работе. Да. Кстати, почему-то у меня сейчас образ Кати Селезневой, которая разминается. Почему в наушниках? Я не знаю. Может, по фотографиям, но почему-то. И, конечно, макияж. Могу я задать вопрос. Кто придумал? Потому что это целый, мне кажется, твой образ. И сейчас, конечно, трендсеттер, мне кажется, это Лала Крамаренко, потому что ей создают различные образы, но при этом один самый яркий, наверное, макияж, который, чтобы маленькая гимнастка сказала, хочу вот как у Кати Селезневой, потому что все девчонки искали себя, еще что-то, у тебя прям такой, мне кажется, яркий образ. Я с детства любила всегда косметику, всегда очень мне нравилось на соревнованиях краситься самой с самого детства, прям с самых чуть ли не первых-вторых соревнований. Как-то не доверяла это другим людям, и мама сказала, ладно, давай сама. Только, покажись перед выходом хотя бы, что там все в порядке. Вот, и, собственно, просто как-то дома накрасилась, мне понравилось, мне показалось, что так будет красиво. Никакой-то особой истории нету этого макияжа. Но при этом это стало твоей фишкой. Да. Как-то вот накрасишься хорошо, причешешься, удачно выступишь и понимаешь, значит, этот макияж приносит удачу. Так и пошло. Фишки твоих программ. Кто их придумывал? Как это? Про наушники не ответила. Про наушники, да, кстати. Про наушники.
У меня И всегда... что там звучит? Что там звучит? Вся моя музыка, вообще любая под настроение. У меня вообще, мне кажется, все есть. От Аллы Пугачевой до Noise MC, не знаю, до всего, вот до всех зарубежных исполнителей. Просто под настроение, что подходит в данный момент. А почему они были? Наверное, потому что нужно отвлекаться от кучи мыслей каких-то в голове. Перед выступлением не думать ни о чем. Меня всегда это очень сбивало. И ты с раннего возраста, правда, разминалась в наушниках? Ну, не с раннего, нет. Я Ну, думаю, лет с 18. 16-18. с чемпионатов да. России Да, уже, да, с да, историей, России. с историей на чемпионатах России. Да. За Катей Селезневой пристально начали следить, мне кажется, уже когда Катя стала мастером спорта, уже такая популярность пришла. В юниорской жизни, когда ты была кандидатом, есть что рассказать, что ты точно помнишь из этого краткосрочного, потому что обычно КМС 3 года мастера обычно за год выполняют и заканчивают, и кто переживает больше у кого жизнь мастеров, чем КМС 3 года, а кто, если в мастерах остается на 4, это уже долгожители, а ты осталась очень-очень надолго. Что есть из этих такого небольшого промежутка? Ну вот в 2007 году на юном гимнасте я попадаю впервые в сборную, в юношескую. И потом в следующем году на Олимпиаде в Пекине мы туда с мамой поехали на Олимпиаду в качестве болельщиков. И это, конечно, были такие незабываемые эмоции, потому что мы жили со всеми болельщиками в этом доме болельщиков, ходили на соревнования, и это какие-то просто потрясающие эмоции, когда ты видишь своих кумиров вот перед тобой на ковре, и можешь вживую ощущать вот этот момент Олимпиады. Мы, конечно, очень болели за Женю тогда. Она была совсем юная, можно сказать, для Олимпийских игр. И это была большая радость для меня там побывать. И потом, что еще могу вспомнить, это 2010 год, чемпионат мира в Москве. Я там была на показательных номерах, участвовала в показательных. Был вот Гала-концерте. Да, гала-концерт грандиозный. И как я туда попала, это тоже случайность, потому что вот как раз-таки, когда мы были в Пекине, мы зашли с мамой в гостиницу, и в холле меня встретила Люси Димитрова. Я тогда не знала, кто это. Я вообще не знала ничего и никого, в принципе. Она говорит: ой, какая симпатичная, ты гимнастка? Я говорю: гимнастка. А мамы не было рядом, она куда-то отошла. И говорит: ну-ка, подними ногу. Ну, я встала, как ножку свою подняла, она у меня с детства там держалась. Она стоит: ба, ну приезжай, в общем. И все, и говорит: приезжай, будешь в показательных стоять. Я приехала, захожу в зал, в ЦОП. Вот такие глаза, весь ковер в сборной России. И вот она меня просто привела, показала, меня одобрили. И это было такое для меня первое, можно сказать, посвящение вот в такую элиту гимнастики. И закрывай мысль, что ты планируешь там остаться. Ну, конечно, мне очень понравилось. Но ты знала, как попадает в Новогорск? Ты с мамой как с подругой разговаривала об этом моменте, как гимнастка из своего города переезжает в Новогорск? Были мысли или... Мы об этом не разговаривали, но я знала, что для того, чтобы туда попасть, нужно сначала очень потрудиться, потому что отобраться в десятку сильнейших на чемпионате России достаточно сложно. Ты говоришь, очень потрудиться, это, знаешь, у нас смотрят, очень потрудиться, это кажется легко. Там не то, что даже в десятку попаданий, это не значит, что тебя пригласят в Новогорск. Да. Вот это как письмо из Хогвартса, когда сова прилетает, ты смотришь. У нас есть частый вопрос: первый день в Новогорске. То есть какие-то впечатления? Мне кажется, что это было, когда с Кубкой России меня позвали в групповые упражнения. Вот. Перед Олимпийскими играми в Лондоне, перед 2012 годом. Вот это как раз-таки был 2011 год, 3-е место Кубка России. И после этого меня позвали в качестве групповички. А у меня тогда был просто шок. Я никогда себя не видела групповичкой. Это не сильно похоже на групповичку. Мне казалось, что это... И до сих пор я так считаю, что это вот должно быть
ну, какое-то другое видение мира, другое вообще состояние души, и не все могут ими стать. Не все могут пойти в групповое. Мне кажется, я просто была рождена, чтобы выступать лично, и вот это вот прям наперерез моей душе шло. И я, конечно, поехала, как от такого не отказываются. Это, это большая честь была. Но мне очень не хотелось. Мне было страшно, непонятно. Я без своего тренера, то есть там другие тренеры, все другое, девочки взрослые, уже звезды, и с ними встать в команду было и страшно, и прям не хотелось. Там тем более меньше года до Олимпийских игр Да, в Лондоне. полгода оставалось до Олимпийских игр, но нас достаточно большое количество детей взяли, девочек с Кубка России. Я не знаю, с чем это было связано. Может быть, смотрели на следующую команду, если... сразу, чтобы... Да, чтобы готовился следующий состав, не знаю. Но в итоге я не подошла по росту. Всем все понравилось, но по росту я не подошла. Конечно, девчонки были та команда... очень рослая. Статные, просто невероятные, ножки вытянутые, худые, длинные, и у всех 1,75 м, не меньше. А 1,69 м всего лишь. Но мама тебя не отговаривала, вы решили воспользоваться, при этом, мне кажется, мама отлично понимала, что, скорее всего, ты... Мама уговаривала меня. Ага. У меня было много слез, я без мамы, как же без мамы поеду? Я очень люблю свою семью. Я не могу без мамы. Ну так вот, тренироваться я даже себе не представляю. А что я плачу? Ужас. О, Пулечка. Катя, 27 годиков. Подожди, а если бы мама не была бы твоим тренером? Не, я бы не Ты в смогла. гимнастике бы вообще тренировалась? Не. Прям совсем так? Мамина дочка? Стоп, снято. Да не, без мамы я не могла никуда поехать. Ну, я не представляла. Я всю жизнь с мамой тренировалась, я знала, что это мой тренер, мой педагог, и не представляла себя с кем-то другим. Если бы Новогорск бы пригласили, но без мамы? Ну, это же мой тренер. Она же меня довела до какого-то уровня, что приглашают. Не знаю. Нет, конечно, впоследствии были случаи, когда, допустим, по каким-то обстоятельствам мама не могла меня какое-то время продолжительно тренировать. Даже вот взять, когда был коронавирус и мы все поехали в Алушту, а у меня мама сильно заболела и не могла выздороветь больше месяца, и она не полетела с нами. И, конечно, кто-то должен за мной был присматривать, хоть я уже и была взрослая, сколько, 25 мне лет было, да, но 25 лет. Это очень круто, это невероятно. Могу, в принципе, и сама кого-нибудь потренировать, и сама потренироваться, но все равно это важно, когда кто-то за тобой смотрит и присматривает, и что ты не один. И мне очень помогала много раз Женя Канаева, со мной в зале сидела. Ну, и не только в Алуште, это было и до, и Елена Юрьевна Нефёдова. И мне кажется, это можно фамилии перечислять до бесконечности, кому я благодарна за всю помощь, которая вот была оказана в какие-то моменты, когда не было возможности мамы приехать. И все всегда как-то подхватывали, находили время, силы и помогали. Ты меня невероятно удивила своими взаимоотношениями с мамой. И сколько я историй знаю, не все, но многие, это истории, конечно, когда это портится. Я видела, по крайней мере, много таких историй. Но при этом, конечно, вспоминаю в кресле сидела Наталья Валентиновна Кукушкина, и она своей гимнастке рассказывала о Полине. Она говорит, мне кажется, я родила идеальную гимнастку. Как думаешь, твоя мама такое думала? Не знаю даже. Наверное, нужно спросить у нее. У нас, мне кажется, есть просто, мне кажется, у нас столько вопросов к твоей маме теперь накопилось, потому что это очень, ей есть что рассказать о вашем интересе. Ей точно есть что рассказать и о себе, и вообще о моем пути, о пути девочек, которых она тренировала. Она точно больше помнит, чем я, потому что ты в моменте проживаешь эти эмоции, а как тренер у нее все-таки более холодная голова, и я думаю, она много что может интересного рассказать и про свой путь, так как она была в сборной Советского Союза, тоже
мне кажется, была Много одной интересных историй. из хороших гимнасток. А если я пока перепрыгну сразу так, Катя Селезнева, если будет дочка, Посмотрим. гимнастика, придет в зал, попробует, а дальше... Я думаю, что я никогда не буду наседать на ребенка. Если у меня будет дочка, это будет замечательно. Если захочет заниматься гимнастикой, пожалуйста. Если не захочет, пожалуйста. Зачем заставлять кого-то? Так, мы вспомнили, что ты приехала в Новогорск, и, возможно, у тебя не было этого трепета, потому что тебя пригласили как групповичку. Наверняка, да. Но был какой-то спортивный... нет, наверное, вот такой агрессии в тебе спортивной нет. В тебе, конечно, трепет любви гимнастической, окутанный, конечно, вот материнской и тренерской заботой. И ты вот, мне кажется, этим ты и двигала. Такой вот злости не было. Я вернусь сюда личницей. Нет, так я точно не думала. Я помню моменты, конечно, трепет тоже был. Это невозможно убрать. Это когда сидит Ирина Александровна, зал огромный, ты такой никогда в жизни не видел. И ты заходишь... Я еще почему-то зашла одна. Сейчас просто вспоминаются моменты, и я не знала, куда мне положить сумку. Ты стоишь растерянный, тебе говорят, иди разминайся, а у тебя сумка, как же, куда мне ее тут можно спрятать, чтобы она никому не мешалась. Такое было, но просто этого не было, да, именно как личницы. Вот. Сразу тебя поставили в команду, и все было в новизну, как в групповом. И мне это не нравилось. Но потом все равно последовали успехи непосредственно уже как личницы. То есть Кубок России 2015-го, серебро многоборье. Чемпионат России, золото, ленты. То есть о Кате Селезневой заговорили. Что-то выигрывала. Что-то было. Видимо, не получилось с групповым упражнением тогда, и вернулась домой, поняли, что нужно работать в 2 раза больше и усерднее, чтобы пригласили в личном. Чтобы составить конкуренцию Да. уже в личной программе. Да. Скажи, когда прошел в каком году это было, ты мне как раз поможешь. Все равно есть пик формы, и выводят на пик формы, тем более у тебя мама суперпрофессиональный тренер, выводит тебя на пик формы все-таки к чемпионату России. Все-таки это самый важный турнир года. Когда у тебя поменялось, что чемпионат России не стал самым важным, что это стал одним из турниров, и у тебя прибавились уже этапы Кубка миров, чемпионат мира. То есть это все равно в какой-то момент произошло. Мне кажется, наверное, 2018-2019 год. Особенно это почувствовалось в 2019 году, потому что перенесли чемпионат России. Его впервые сделали в июне. Такого никогда не было. И это не был такой старт, к которому ты планомерно готовишься. У нас до этого были Гран-при, Кубки мира, и просто это стал очередным стартом в подготовке в твоей. И это вот первый такой чемпионат России, к которому я не отнеслась как вот к чемпионату России раньше. К предыдущим, к своим да. коллекции. Так, спорт спортом, но в этот момент, точнее уже до этого, ты сдаешь ЕГЭ с какими-то невероятно сумасшедшими баллами, не то что для обычного человека, а для гимнастки, члена сборной России. Мне кажется, если будет какая-то книга рекордов Гиннесса среди гимнасток, ты, конечно, победишь в участиях чемпионатов России, но и плюс баллы по ЕГЭ среди гимнасток, членов сборной России. Ну, я бы так, наверное, возможно, в спортивной среде, можно так сказать, но я не была довольна своими результатами. И... Скажи, пожалуйста, про свои результаты. Золотая медаль — это понятно. Мне сразу сказали с 1 класса, что я должна на 5 учиться. У меня не было другого выбора. Чего ей удивляться. Результаты ЕГЭ. От меня ожидали, 90 все. В итоге только 99 по английскому, и все. Хорошо, что ты сдавала? Русский сдавала? Биологию, наверное? Биологию, математику, обществознание. Давай Я русский. собиралась поступать в высшую школу экономики, как брат. Вот. Но не вышло. Я даже не помню точное количество баллов. Я помню, что математику в этот год разделили, и
разделили, сделали только Б и С часть, и в Б вообще нельзя было ошибаться, иначе у тебя вообще ничего не считается. Ну, вот прям совсем, даже если решение верное. И я написала идеально Б, и написала С половину, и С мне вообще не засчитали, хотя там были верные решения, только в ответах был какой-то там недочет. Я не знаю, почему так, поэтому у меня 63 балла по математике, по-моему, 71 по русскому, 99 по английскому. Ну, я, в принципе, с детства начала писать на английском, потом на русском, так что нормально. И обществознание, это был самый ужасный, по-моему, 70. Это было разочарование. То есть тебе эти баллы не дали возможности поступить в вышку? На бюджет не дали. Ну, слава богу, возможно, ты пошла бы в вышку. И там бы что-нибудь тебя перетянуло бы в высшая школа экономики, мы бы потеряли такую гимнастку, как Катя Селезнева. Мог бы быть такой вариант? Да, поэтому я целенаправленно сказала, что я не пойду туда. Когда я сдала все ЕГЭ и сказала, что нет. Ну, у меня был вариант пойти туда на платное обучение. Там, родители всячески пытались подвигнуть меня. И ты нашла такую как бы... Мама, папа, я просто не хочу идти на платное. Нет, у нас был серьезный разговор. Ты доказывала опять Я очередной раз, что я... люблю, не могу эту гимнастику. Да, я хочу заниматься гимнастикой. Сейчас все-таки даже я могу расплакаться. Да ладно, не очень трогательно. Это очень трогательно. Представь, очень. Очень трогательно. У тебя мама тренер по художественной гимнастике. Ты просто... Тебе сколько? 16-17 лет. Нафиг тебе тренироваться? Грубо сказать. Ну уже. да, еще тогда успехов как бы не было совсем. Вот был провальный такой год. И, как бы участие в чемпионате России. Член сборной максимум. Хорошо. Это если очень повезет. Это если очень повезло. И тренер, и все. И все. Если честно. Да. Это немало, но... Ну и мама понимала. Это уже было. Она, наверное, когда только пошли какие-то успехи, совсем маленькие, я помню, с папой они сидели, разговаривали, и она сказала, что я не хочу, чтобы она занималась гимнастикой. Я выбегаю к ним в комнату, как у меня слезы, вот так, как сейчас прям. Вот. Как же так? Как ты можешь так говорить? Она говорит, я не хочу, чтобы ты занималась гимнастикой. Никогда не хотела и не буду хотеть. Потом все как-то так закрутилось, все это нормально стало. Но ты сейчас понимаешь, тем более ты уже тренируешь, ты уже взрослая, правда, ты уже давно взрослая гимнастка. У тебя есть опыт, ты уже тренируешь гимнасток. И ты можешь понять, почему мама не хотела, чтобы ты стала гимнасткой высокого уровня? Сейчас, конечно, по прошествии стольких лет могу прекрасно понять, почему мама не хотела, я думаю, спорт высших достижений, какое-то вот это спортивное мастерство, потому что это травма, это всегда травма. В любом случае, профессиональный спорт – это травма. То есть мама оберегала? Я думаю, да, пройдя сама этот путь, она не хотела, чтобы я шла по нему. Но не вышло. Ты где пошла? Так, ты поступаешь в РГУФК. Да. Не очень удачный сезон. Совсем неудачный был. Ты даже ходишь очно, то есть тебя можно увидеть на парах. Да, я 2 года очно ездила на пары каждый день из Пушкина в 6 утра на электричке, на метро, на автобусе. И потом на тренировку. Сразу. Хороший график. Я не знаю, как справлялся. Вот, да. И пошли результаты. Пошли результаты. Вот 2 курса я отучилась очно, стабильно ездила. 2013 год, 2014, 2015. И вот в 2015 получается Кубок России, если я не ошибаюсь. Сейчас давай проверим. Кубок России 15 серебро многоборье. Подходит? Подходит, получается. Да. Кубок России в 2012 было золото многоборье, и в 2015 серебро многоборье. То есть, да, у тебя вот этот промежуток времени. И в 2015 золото ленты на чемпионате России. Ничего себе. Молодец, да, девчонка? В ленте. Заметьте, никогда не было мяча. Обруч,
булавы, лента. Извините, пожалуйста, ты не очень внимательна. Серебро на чемпионате России в 17-м с мячом. Но это случайность. У меня мяч каждый год оказывался в клумбе в Пензе за площадкой. Один раз даже Ты два вообще наговариваешь на мяч, Екатерина Батьковна. раза. Золото, мяч, чемпионат России 18-й. Но это 18, это Сочи. Это Сочи, да. А в Пензе стабильно в одну и ту же клумбу. Я даже видео пересматривала, я даже делала так Мне в кажется, многоборье, римс надо сделать из а мяча. потом в финале на одном и том же риске. Там кому бы какая-то магнетическая, Похож. видно. Не было шанса университета, даже у РГУФКа. Ладно, понимаем, что вышка, наверное, бы тебя перетянула бы из... Я думаю, что да, обучение в таком вузе, как Вышка или МГУ, или остальные неспортивные вузы, я думаю, это невозможно совместить с такими интенсивными тренировками, которые начались. Но у РГУФКа достаточно активная малостуденческая жизнь, то есть тебя вот тусовки, каким-нибудь КВН, еще что-то не затянули? Или пытались? Нет, вообще не было. У нас... Не могу сказать, что была какая-то очень дружная студенческая компания. Наверное, потому что все спортсмены были, и у всех была какая-то занятость вне университета. Мы приходили, мне кажется, я там только на парах была и сразу уходила. У меня даже не было там времени на какое-то общение. Это все было на кафедре спортивной режиссуры. И не только. Гуманитарный университет, там была очень, конечно, яркая студенческая жизнь. Помнишь ли ты, когда ты уже поняла, что ты жительница Новогорска, когда тебя уже оттуда просто так не выпускают? Что ты там не на сборах? Там же всегда есть девчонки, кто-то на сборах, а кто-то проживает, кто встречает с караваем новеньких. Я, мне кажется, была постоянной жительницей сборов. Я никогда там не жила вот так вот прям... Нет, бывало вот, когда... Последние годы особенно, да, мы там практически все время проводили. Но так как до карантина, до вот этого всего, так как я живу близко, у меня была возможность хоть раз в неделю на выходной вместе с мамой после тренировки уехать домой. То есть ты выезжала. Поэтому, когда не была закрыта база и была такая возможность, конечно, там... Девчонки тоже выходили, кого тренеры отпускали, они могли выйти. А у меня, когда тренер мама, мы просто до дома доезжали, к своей кошке, к папе, к брату. Ты уже была взрослой, из-за этого, может быть, для тебя Новогорск был таким как-то более, таким даже степенным, ты уже понимала, для чего ты здесь, ты уже осознанно, но при этом но ты там жила, что-то тебе чисто физически было проще, возможно. Но твоя мама, что было для нее этот Новогорск, потому что она же совершала, мне кажется, героические путешествия ежедневно. Да, это точно. Я даже не знаю, насколько сильно надо любить свою дочь, чтобы каждый день ездить 2 часа туда, 2 часа обратно. Просто 4 часа сидя в дороге, чтобы потренировать и уехать вот назад. Я не знаю. Это действительно какие-то героические поступки. Это же не один раз, это каждый день вот ты столько ездишь. Даже не знаю, сколько часов в дороге из жизни у нее ушло на мой Новогорск. Она когда тебе это припоминала, что вот я столько еду, а ты здесь ничего не делаешь? Наверное, когда что-нибудь у меня совсем не получалось, бывало. Но не так, я думаю, не со злобы, чтобы я начала работать. Катя Селезнева вообще трудолюбивая гимнастка. Вообще да. Я знала, что если я пришла в зал... У нас просто с детства никогда не было много часов в зале. У нас всегда было 3 часа, 3,5 часа. И нам всегда говорили, что если вы пришли в зал, вы должны свое время отпахать и уйти дальше, делать свои уроки, какие-то свои дела. Но в зале вы работаете, потому что у вас просто нет больше времени. И поэтому я знала, что у меня также примерно и продолжалось. Конечно, там, когда мы куда-то готовились к стартам, было по 2 тренировки, но в основном больше 4 часов, когда вот обычный размеренный график, я никогда не тренировалась, учитывая все травмы. Мне кажется, нам удалось сохранить состояние организма конкретно этим. Что ограничивали не постоянно, не 24/7. Да, и тем, что ты интенсивно тренируешься. Это не вот ты пришел в зал, знаешь, что у тебя есть 10 часов впереди, можно тут схалтурить, можно там схалтурить, и вот кажется, там еще вот у тебя
куча времени останется, чтобы что-то отработать. У нас такого никогда не было. Ты должен прийти, отработать на полную катушку и быть свободен. Я опять, ты мне сейчас напомнила, вспоминаю проект, который тебя, по-моему, пригласили. Ты летала специально в Лондон от Олимпийского комитета, и как раз там проверяли гимнасток. Ты была представителем мира художественной гимнастики на физиологические особенности. Или нет? Расскажи, потому что... Да, там вычисляли вообще наши физиологические способности организма как гимнасток и сравнивали с другими атлетами других видов спорта. Вот, это было очень интересно, потому что я полетела одна, мне предлагали переводчика, но я говорю... 99 баллов. Я же вроде могу, но все равно как бы акцент, речь отличается. Было безумно интересно попасть вообще в эту среду, и все на другом языке. И там сначала делают бот-под-тест, кажется, он называется. Тебя сажают в такую как капсулу и измеряют процент жира в тебе и вот всего остального. Там что-то, я не знаю, какая норма, но у меня было 11% на весь организм. Они сказали, что это очень мало по сравнению вот с теми, кого они тестировали раньше. Дальше прыжки в высоту были с места, насколько высоко прыгаешь, и дорожка с маской с какой-то нужно было Да, у тебя да, вот это было, конечно, очень тяжело. Очень безумно тяжело бежать с этой маской. Ну, вроде бы тоже пробежал неплохо. Сказали, что гимнастки очень даже подкованы. Интересно, результаты. Я думала, будут ужасные результаты, потому что сравнивали с баскетболистами. Конечно, они там и бегают, и прыгают. И я думаю, сейчас будут результаты у меня. Нет шпагатов родных, да? Да. Думала, что провалю все тесты. Ну, нормально. В 2016 году проходят Олимпийские игры, и многие гимнастки заканчивают свою карьеру. Не было ли мысли? Никогда не было такой мысли. Екатерина, вы не перестаете меня удивлять. Сколько тебе лет уже было в тот период? 21. 21. И не было ярких побед, ну вот прям так. Только чемпионаты России, наверное. Ну, еще всеми любимые соревнования в Италии, клубные чемпионаты. Но это, наверное, не яркие победы, а просто яркие эмоции. Яркие впечатления. Да. Но в 21 год ты не планируешь заканчивать, несмотря на то, что за твоими плечами нет, грубо сказать, Европы, мира, ты тренируешься. Мама тебе не говорила, что пора, Катюш? Как-то не обсуждали даже никогда это. Хотелось, наверное, чего-то добиться, чего-то большего. Понимали, что есть сила, возможности, и нужно дожать. То есть ты верила в историю какой-то вот такой медали? Я ни в коем случае не уменьшаю значение чемпионатов России, но я имею в виду вот какой-то медали, прям вот на нее шла, либо тренировалась, потому что это абсолютное удовольствие. Какое же это удовольствие каждый день приходить и впахивать. Конечно, ты от этого получаешь свои определенные эмоции, но это всегда делается ради какой-то мечты и цели. В любом случае, мне кажется. Цель была какая? Скорее мечта. Добиться чего-нибудь, чего-нибудь такого весомого, значимого, чемпионат мира, Олимпиада, Европа. Что-то, мне очень хотелось что-то, сама пока не понимала чего, но То есть не было именно конкретно в каком году, какой медаль? Нет, такого, конечно, я никогда не ставила, просто... А с мамой это обсуждала? Мама знала, что вы в гимнастике до такого-то периода, вот пока... Да, я говорила последние годы, обсуждала, но ни разу не совпало, что я говорила. Мы продолжали дальше, и продолжали. То есть все эти периоды плавно перетекали в следующие. Мама не уставала от твоего желания? Все-таки, мне кажется, это твое такое желание, а мама тебя поддерживала. Мне кажется, спустя время у нее тоже появилось какое-то... Аппетит пришел. Да. Какое-то удовольствие и желание пойти дальше. И тут уже 17-й год. Лидеры завершили спортивную карьеру, и ты уже понимала, что Катя Селезнева, мне кажется, в этот год уже стала такой очень достаточно популярной и известной гимнасткой. Наверное, стала.
чуть более популярная, чем была. Но не могу сказать, что я была какой-то суперзвездой. Были Саша, Арина, Дина и много других девочек. Поэтому... Не скромничай. У тебя, мне кажется, огромная группа фанатов, это можно назвать? То есть тебя всегда очень много в Инстаграме поддерживали, очень... Всегда было дико приятно. Не могу сказать, что меня как-то очень выделяли. Я думаю, что поддерживали и старались поддерживать всех. Вот. Но да, у меня была своя страничка, группа ВКонтакте, тогда еще было популярным. И писали все новости, поддерживали как могли, с плакатами приходили. Это очень всегда было приятно. Ну для тебя какой период? Какой вот, когда ты стала прям вот Катей Селезневой уже вот прям, ну, ты говоришь, Дина, Арина, и вот Катя Селезнева, мне кажется, был вот этот период уже. Ну, нет, мне кажется, 18-й год. Но в 17-м Саша еще тренировалась, если я не ошибаюсь. В 18-м еще Саша, в 19-м тренировалась. Ну, просто вот первый тогда гран-при был в Москве в 18-м году, и мы уже такой плотненькой четверкой были. Ну, четверкой, пятеркой, много очень достойных девчонок, но я понимала, что я могу конкурировать как-то в 18-м году. Но в 17-м Катя Селезнева отличалась своими всегда постановками. И даже тот золотой обруч, который будет в 19-м, мне кажется, вам немало судей сказали, что музыка очень опасная. Это мы про 19-й потом поговорим. Да. Но ты экспериментатор, у тебя всегда были очень творческие постановки. И как раз, по-моему, в 17-м была Земфира. Да. Мы всегда с мамой очень долго подходили к подбору музыки и упражнения. Я всегда выбирала сама, и всегда у меня было так очень много музык, я должна выбрать, и маме на одобрение вот, выдать парочку из всего этого списка. И мы тщательно, долго подбирали, бывало даже всей семьей. Бывало, кто-то пришел, сказал: ой, я в машине услышал, послушайте, подойдет вам на ленту. И мы слушаем, и действительно... ну, будет классно. То есть это было такое как бы коллективное, семейное, творческое мероприятие, подбор новой музыки. Режиссерская группа. Да, я всегда должна была ее одобрить. Никогда не делала что-то, что мне против сердца было. Ну, не могла я делать под эту музыку. А если одна программа, я часто люблю задавать этот вопрос, который надо будет показать, ну, вот, с другой планеты людям и представить Катю Селезневой, то какую программу одну надо будет показать? Одну. Я бы много показала просто. Скромная Катя. Ну, чтобы был полный спектр понимания. Наверное, мяч под ваенгу. Мяч под ваенгу? Да. Давай, ладно, еще два. Второе и третье место. Ну, я могу сказать просто самое запоминающееся, наверное, для себя упражнение. Это мяч Земфиры. Булавы под Апаче. Тогда это было просто шоком для всех. Я смотрела танцы на ТНТ, и никто такую музыку, ну, собственно, не выбирал. Такую прям вот диско. Такой я поняла тоже. Движ. И я посмотрела танцы на ТНТ, сказала: все, я хочу, там так классно танцуют, и сама себе составила булавы. Мы в это время были на сборах с мамой, с Аней, как раз Жигалкиной, в Майами. И это было... Располагала. Это было каждый год. Мы летели в Майами, и после Майами прилетали сразу на или ЦФО, или сразу на чемпионат России. Мы с жутким джетлегом, вот такие сонные, всегда вот это было. И тут я еще в Майами составила себе булавы. Говорю: нет, мам, будет классно, я сейчас поставлю. Я составила, придумала себе дорожку, все сама кайфовала с этого. И мама такая: ну хорошо, вот с этим будешь выступать. И я через 2 недели выступала со своими поставленными булавами, поэтому для меня это как бы такое было запоминающееся, и мне очень нравились эти булавы, это упражнение. Земфира, эти булавы, обруч 19-го года, который составила мне Екатерина Григорьевна Дементьева, и музыку нашла она. Я сначала другую выбрала, она приехала и показала, говорит: Катя, я вижу тебя в ней. Ну, правда, что, или это опять история слов с улицы, как говорится, что судьи после первых просмотров сказали, что
Я такого не припомню. Было много разных разговоров в интернете. Вот все равно все читаем и видим. Конечно, стараемся абстрагироваться от всего, но все равно читаем, конечно же, комментарии. Многие не поняли, но это было первое выступление, оно не было идеальным, и мы понимали, что не было попадания под акценты. И я очень верила в эту идею, в это упражнение. И все вот тренеры, кто вокруг, никто не говорил, что что-то не то. Всем казалось интересным, что-то новое. Лента Sex and City. Почему была смена музыки? Я фанат этого сериала, и когда услышала тебя под ленту, думала, вот она, Кэрри Брэдшоу, и мне кажется, образ прям вот... Я обожаю этот сериал, я знаю все разговоры, все диалоги, все монологи оттуда, я могу цитировать с любого места. Перед каждыми соревнованиями я обязательно включала себе этот сериал. У меня всегда столько мыслей в голове было, как что сделать правильно, всегда... И это очень сбивает, очень мешает. И я поэтому включала себе сериал или музыку включала. А если сериал, это всегда был он. И... Конечно, рано или поздно мне пришла идея взять оттуда музыку, еще обработку сделали классную. Но Ирине Александровне не понравилось. Возможно, как-то я не попала в акценты. Мы попытались еще ее на тренировке переубедить один раз. Вот давайте еще раз посмотрим, но нет. Не пошло. Я как фанат сериала, когда услышала эту музыку на Гран-при, мне кажется, или где-то я увидела, как ты делаешь... Это было Гран-при в Москве. В Москве, да. Еще, по-моему, Дружба. Нет, Дружба. Старый зал. Да, Дружба еще была. И я, мне кажется, там вот этот голос, который кричал больше всех. И потом музыку поменяли, такая была шустрая, быстрая музыка. Я ждала, что все-таки в сезоне иногда возвращают музыку обратно, и смотрела пристально за этой лентой. Нет. Возможно, Ирина Александровна не смотрела этот сериал, из-за этого у нее не было такого трепета. Я думаю, да. А были ли когда-то музыки, которые вот, когда ты уже стала гимнасткой топ-уровня, что ставишь музыку? Наверное, это история. Какие-то еще вот судьи говорили, нет, Екатерина, надо поменять. Например, у Соломы, пожалуй, ее булавы настолько были любимы, что судьи всегда просили оставить, и она, по-моему, 3 сезона. Угу. Чтобы поменять, наверное, Ирина Александровна всегда решает. Если... финальное слово точно всегда за ней. Если ей не нравится, то так, конечно, не останется. Мне кажется, нам удавалось как-то подбирать музыку и образ так, чтобы заходило. Единственное, что вот как раз-таки Ирина Александровна поменяла, это было чемпионат России 19 год. У меня была музыка из «12 мгновений весны». Ирина Александровна, как увидела это, подозвала сразу после выступления маму, говорит, это что? Быстро после выступления, когда все закончат, я вас жду в зале. Я стою в зале, думаю, боже мой, что сейчас будет? А завтра финал, выступать в финале. Вот, и она подобрала музыку как раз, которая была у меня на чемпионате мира. Которая бронзу принесла. Да. Раз уж пошло дело о Ирине Александровне, не помнишь ли свои первые тренировки с ней? Мне кажется, все тренировки с Ириной Александровной достаточно... Ты все помнишь? Да, запоминающиеся. Все, которые были. Но это всегда был такой, есть авторитет для меня. И всегда хотелось прыгнуть выше головы при ее виде. Только вот она заходит в зал, сразу весь зал просто начинает работать, не знаю, не на 100, на 200%. По крайней мере, у меня было такое ощущение. Я старалась показать все, что могу всегда. Все самое лучшее. Даже когда уже жила в Новогорске, постоянно на сборах, то есть этот трепет не пропадал. Всегда как первый раз с Ириной Александровной. Конечно, ты потом привыкаешь, да, как-то к этому, стараешься с собой совладать, но все равно, конечно, да, большой авторитет. Но на тебя на соревновании, по-моему, тоже вводила у меня в голове кадры, что именно... Да. Расскажи, что ты оттуда можешь рассказать. Я понимаю, что это очень таинство такое закрытое, что ни в коем случае... хотя бы что-нибудь нам. Чемпионат мира 2019 год. Я туда попала
можно сказать, впрыгнула в последний вагон и вообще не ожидала, что я туда поеду. И, конечно, не ожидала такой серьезной, жесткой подготовки, хоть я уже натренирована. Мне кажется, ты столько лет в гимнастике, Да. и тебя чем-то можно было удивить в 24 года? Оказалось, что да. Я думаю, что все переживали вокруг, потому что я никогда не участвовала. Да, были Кубки мира, да, я была опытная спортсменка. Кубки мира, кубки, этапы гран-при. Но Европа и чемпионат мира такого у меня не было. И там была командная борьба, и все очень переживали за то, что я сделаю там на площадке. Я думаю, что Ирина сам тоже переживала. И поэтому меня готовили особенно усердно. Что это значит? Да, расскажи нам. Просто в Дине с Ириной, мне кажется, Ирина Александровна была уверена, так как они уже прошли большой путь таких стартов, а у меня впервые. И я никогда так не готовилась на выступление. Никогда. Просто было очень тяжело готовиться к выступлению, потому что я привыкла делать, по 4, по 5 прогонов до выхода. Там было с утра, мы сделали в 7 утра, кажется, 12. Подожди, 12 прогонов под музыку? Да, с музыкой. Вот вставала Дина, я подряд. Мне кажется, дыхалка уже была на втором уже сбита. Да, вот. И после этого у меня не получался бросок. Я очень долго работала бросок, прям подряд мне нужно было 10 из 10 с идеальной плоскостью. Вот этот вот любимый всеми бросок сейчас, дорогой на ножке обруч, и в идеальной плоскости он должен лететь, 2 шине, вертолетик поймать, солнышко. У меня все получалось, но плоскость была не та. И я работала. И меня из зала не отпускали. Подожди, 12 прогонов сделала. Да, а плоскость не та. Это очень смешно. Так, я запомню, это будет цитата у меня. А плоскость не та. В общем, отработала бросок, приехала... Это день выступления? Это день выступления уже, да. До этого были также дни подготовки, 2 пробования и тренировки в зале, такие же. Арина, Дина, я прям подряд прогоны у нас вот, в общем, так серьезно мы готовились. И я, получается, приехала в отель. Мы приехали с Диной и с Ириной, просто Ариш в этот день не выступала. И я понимаю, что у меня осталось 1,5 часа до выезда, а я ничего не могу. У меня вот так трясутся руки, трясутся ноги от спазма мышц, потому что я не была готова в 7 утра делать 12 прогонов. Я уже к этому не готова. Да. В общем, руки трясутся, надо как-то привести себя в порядок. Я прилегла отдохнуть на полчаса. Просыпаюсь, меня как будто просто переехали трактором. Вообще не могла шевелиться. Просто я понимаю, что мне надо мои стрелки рисовать. А у меня вот так вот рука ходит. Я не знаю, как я себя там взяла в руки, приехала в зал. И снова, а там, получается, 6 площадок было. На одной разминаешься, и потом пошли прогоны на каждой под музыку. И еще до выступления. Я не знаю, сколько было прогонов. Больше 10 точно. Мне кажется, участники чемпионатов мира не сожалеют, что они участники чемпионата. Но были сомнения, что справишься или нет, потому что нагрузка, если с утра столько прогонов, я просто как тренер понимаю, что эта нагрузка, правда, очень большая. Или уже не сомневалась, просто делала? Ты там не можешь сомневаться. За тобой, во-первых, вся твоя страна, которая в тебя верит. Перед тобой стоит Ирина Александровна, которая в тебя верит, и она бы не заставляла это делать, не говорила это делать, эти прогоны, если бы она в тебя не верила, не взяла бы тебя сюда. Поэтому там вообще нет места каким-то сомнениям, ты только просто должна делать свою работу. Все. Помнишь что-то из первого выступления, из первого выхода на ковер чемпионата мира? Я помню, что я очень сильно устала до. И я уже не думала, что мне страшно или не страшно. Я помню, что я думаю, что у Ирины большой опыт выводить детей на такого уровня. Да, на такого уровня соревнований. И я думаю, она знает, что мне в тот момент нужно было. Наверное,
если бы до такого, не довести себя до такого состояния, возможно, я бы и дрогнула. Кто знает? Никто уже не знает. А маму ты смотрела за мамой в этот момент? Кому было страшнее? Ее ж не довели до этого состояния физической усталости. Я думаю, она очень переживала сейчас как тренер, можно сказать, своих детей. Я понимаю, насколько сильно она переживала за меня тогда. Это же не просто ученица, еще и дочь. Еще и такая ответственность лежит и на ней, как на тренере, и на мне, как на спортсменке. Не подвести страну. Получается, мы с Диной вдвоем были, у меня не было, так сказать, никакой подмоги. Мы вдвоем должны были пройти в финал. Обе, то есть выступать достойно. С какого места ты прошла финал? Мне кажется, с 3-го или 4-го. Дина, Линой. Я вот тоже, честно, не помню. Не знаю, с какого места прошла в финал. Как-то мы за этим не смотрели. Были рады, что мы не подвели. Главная задача была не подвести страну, команду. Чтобы было место в финале. Да, чтобы было место в финале. Расскажи нам, как происходит распределение видов, то есть это может жеребьевка какая-то, либо по набору, либо еще как-то, какие виды кто делает на чемпионате мира? Я могу, наверное, ошибаться, но на каждом чемпионате мира есть определенное количество видов, которые нужно сделать. Когда-то это 12, когда-то это 10, и вот это распределяется на количество участниц, какая страна сколько берет. Вот у нас было 3 участницы, и, по-моему, 12 предметов. 12, по-моему, мне кажется. Нет, тогда не 12. Тогда бы все делали по 4. Значит, 10. Да. 10. Либо 8 вообще. Нет, 10. Потому... 10. Спасибо. И распределяли между Диной, Ириной и Сашей, потому что изначально Саша планировалась как участница этого чемпионата. И, видимо, она так выбрала, я не знаю почему, обруч, булавы и ленту. И когда меня заменили, уже не было возможности что-либо менять. То есть виды распределенные, можно было поменять только человека. Ты не задумывалась, что где мяч? Где твой коронный мяч, который, мне кажется... Конечно, хотелось. За что тут поделаешь? Главное, что не в Пензе. Это точно. Хотя Баку тоже... Мы когда узнали, что мы едем с мамой в Баку, мы были в ужасе, потому что это был самый неудачный город в моей карьере. Самый. Я там выступала на Кубке мира с Машей Сергеевой. Мы поехали. Это как раз был тот год, когда почему-то у всех были какие-то микротравмы, еще что-то, и главные лидеры не могли участвовать в Гран-при и Кубках мира, и постоянно ездила я. То есть 7 Гран-при и Кубков мира подряд, каждую неделю, иногда через 2 недели ездила я. И в какой-то момент, видимо, это был большой перебор, потому что вся вот эта натренированность скатилась на самое дно, и вот случилось это выгорание, и совпало с Кубком мира в Баку. Я вышла на первый вид, это был обруч, и у меня было такое вот первое мастерство мое, обкрутка на ноге и выброс дальше. И на нем там 2-метровый этот помост. На нем же он бьется об пол. Я так сильно загнула ногу, что он бьется об пол и вылетает с этого помоста с 2 метров в темноту. И это, конечно, был шок. Я схватила обруч запасной, и он оказался на 5 сантиметров больше диаметром, чем мой, тяжеленный. Я вообще не понимаю, что мне делать дальше. Ну, это как бы ужас и позор. Вот, и очень были тяжелые соревнования в Баку. Был кошмарный Баку 2018 года. Но все-таки Екатерина Селезнева взяла Баку. Получается так. Через год вернулась. Но зал был другой. Вот в чем секрет. Точнее, зал был тот же, оформление зала поменялось. В 2018-м там был вот этот вот темный зал, когда ты не видишь ни судей, ничего, видишь только свет и площадку. А в 2018-м мы приехали, посмотрели и прям выдохнули. Такая атмосфера была располагающая. То есть в тебе был пунктик, что в Баку... Я боялась повторения.
Сейчас можно я быстро задам вопрос? Ты часто говоришь про фишки, и как тренер, конечно, я не могу про это не спросить, откуда они брались, кто это их придумывал. Все ты? Твои программы были не просто... Ты не просто делала, то есть у тебя были прям прикольные, классные эмки, есть такие, то есть интересная работа с предметом. Кто? Вообще было всегда у нас, мы старались к разным постановщикам ездить, хоть до последнего результата упражнений мы доводили всегда с мамой сами, никто за нас не мог привести это вот к такому результату, чтобы мне было удобно, чтобы было интересно, смотрибельно, но много раз мы ставили у Ирины Александровны Чернышковой. Очень много фишек мне придумала в свое время Люси Димитрова. Как раз-таки вот после Олимпиады в Пекине мы приехали. Мы с ней даже были как-то на сборах в Болгарии, были один раз, и один раз даже на Ибице. Вот на Ибице. Да. И, конечно, Люси много фишек придумала. Вот это с мячом, выбивание из коленок пяткой на перевороте, с обручем много всего. Ну и, конечно, что-то сама. С булавами. Да, сейчас, по-моему, как раз булавами признали эмку Екатерины Селезневой. И если мы Катю увидим с этой эмкой на соревнованиях, то Катя получит за нее +0,3, по-моему. Там не совсем, она немного была видоизменена Сашей Семеновой. И у меня была без подброса под ногами, у меня было переворот и перед собой выброс. Но я пробовала, как Саша, у меня тоже получается. Подожди, но это тебе эмку записали или нет? Первый исполнитель я была. Тебя написали первый исполнитель, но получит Саша Семенова 0,3, если выступит на соревнованиях. Я даже не знаю, кто из нас получит. Возможно, обе. Не, один человек получает, по-моему, 0,3 за исполнение дополнительно. Если меня записали как первый исполнитель, наверное, я. Ладно, мы будем разбираться, у нас будет на это время. А еще какие-то эмки были поданы на оригинальность сейчас? Да, мы много подавали на оригинальность, но... Вы фиш подавали или сейчас в России? Фиш подавали в 2019 году, подавали мастерство в обруче, которое я на одну ногу ловлю, возвращаясь в заднюю. В заднюю. Да. Подавали в булавах мастерство, когда я подкидываю, ловлю, также возвращаясь в заднюю. Подавали... вот это самое основное, наверное. Мир, первый день прошел. Да. Дальше. Ты была готова, что это будет продолжаться, и на этом соревнования не заканчиваются? Конечно, мы готовились, мы тренировались по времени и по тому, какие виды мы будем выступать. Собственно, мы были все готовы к тому, что нас ждало. Следующий день, получается, у нас были финалы уже в отдельных видах, финалы обруча и мяча, соответственно. Было очень волнительно выступать, еще потому что я закрывала соревнования, финал закрывала с обручем. И получилось так, что выступала Дина. Я не знала, я не видела оценки. Готовилась, мы прогонами готовились, и я особо не слушала. И за ней выступала Леной. И я стою перед выходом, и я понимаю по крикам в зале, что оценка выше. Это были неистовые такие крики, просто вот очень-очень громко аплодировал зал, и все было понятно по реакциям тренеров вокруг, все было ясно. И я стою, которая пыталась абстрагироваться от всего, загнать себя вот этими вот прогонами и тренировкой. И я понимаю, что все зависит от меня сейчас. Но ты для себя в тот день мечтала о медали или именно о золоте? Такой наглости, такой смелости в тебе было, что может быть золото? Наверное, во мне никогда не было какой-то наглости, чтобы уверенности. об этом на первом чемпионате. Я имею в виду хорошей наглости, чтобы о таком мечтать. Единственное, я говорю, о чем я думала весь чемпионат и всю подготовку, чтобы никого не подвести, не дай бог, чтобы не подвести команду. Как я могу, меня сюда взяли, и как я могу их подвести. И это единственное, о чем я думала, и большое спасибо всем, кто со мной работал, и
С нами работал психолог, который сказал мне вот одну хорошую вещь, что это твоя работа. Ты должна сделать свою работу. Люди ходят, не знаю, работают в магазин, еще куда-то, а ты спортсменка. Ты должна сделать свою работу. И я вот на это настроилась. Я пошла делать работу. Наверное, это меня спасло. Потому что когда ты стоишь перед всеми экранами, перед многотысячной этой аудиторией, за тобой Ринсанна, ты понимаешь, что от тебя зависит вот сейчас. Как решится чемпионат мира, этот финал, только это может спасти. Но Ирина дала тоже несколько, по-моему, интервью, и она говорила во время твоего выступления, она говорила: «Катя, побеждай». Или, по-моему, да. То есть она говорит, я все время повторяла одну и ту же мысль. Катя, победи, Катя, победи. Да. Она говорила, я, конечно, этого не слышала, я была на площадке. Вот. Мама смотрела в другую сторону, Ирина Александровна запретила ей на меня смотреть. С этого места поподробнее. Почему? Но это еще было перед предыдущей универсиадой на подготовке. Мама очень переживала, мне кажется, и Ирина Александровна это чувствовала. Не то, чтобы это мне как-то мешало, нет. Просто она сказала, не смотри на нее больше. Во время именно твоих выступлений? Да, во время выступлений. И мама стояла спиной? Нет, даже есть фотографии. Я пришлю, Ирина Александровна смотрит на меня, стоит вот так вот, как всегда, в своей коронной позе. И мама рядышком в такой же, только вот так повернутая в диагональ. Я выступаю, мама стоит в диагональ, смотрит. Очень смешно. Я, кстати, никогда не знала об этом. Вот последние все старты, это было так. Она, конечно, видела, что происходит, но что я на площадке, по ощущениям. боковым зрением она видела, но... Примерно понимала, где тень должна пробежать, в какую секунду. Да. Это невероятно просто. Может быть, и хорошо, не так переживательно было смотреть. Тут, наверное, мама переживала больше, чем тренер. Я думаю, точно. Так, и вот этот обруч, это все, 8-я, в финалах ставится просто все, ну как, джекпот или что это? Да, то есть это все тогда? Все. Ну, я говорю, перед выходом старалась вообще просто отключиться, что, я не знаю, вот это, как будто бы я ничего этого не слышала, этого не было, я выхожу на свое выступление, я должна просто отработать все, что мы сейчас работали в зале, должна показать сейчас там. Вот. И все получилось. Не получилось, плоскость. Он летит, в первый день у меня все получилось, и во второй день, и я смотрю, и он летит не той плоскостью. Я думаю, мама мия, сейчас мне за эту плоскость прилетит. Не время. Да, как же так? Вот. Но я поймала, все в порядке, и никто даже не заметил плоскость. Мне кажется, было уже не до нее. Да. И вот... Но ты гораздо увереннее была, мне кажется, вот по ощущениям, именно уже когда была борьба за медаль за эту, относительно первого выхода. И там ты прошла достойно, но вот именно по уверенности, по точности второй прогон... А я бы так не сказала. Да. Я вот пересматривая, мне больше нравился как раз-таки первый выход, потому что я помню свою концентрацию как я сконцентрировалась на второй выход, я просто не давала никакой мысли убежать из своей головы, а вот просто все по полкам, все по очереди, как Ирина Александровна говорит, все по очереди. И я вот так и шла, счет в голове, вот это раз, два, как зомби, серьезно. Но ты выходила на ковер, и у тебя такой взгляд, это просто настолько в себе, да, у меня вот флешбэками видео твои, ты прям, мне кажется, обруч Катя идет, цель, так и вижу было. цель. Была я и предмет, и я не допускала никакой мысли в голове, поэтому это не было какого-то такого удовольствия от выступления. Я понимала, что я просто я не могу его выпустить сейчас из рук никуда. И это было очень так сконцентрировано. Когда закончила, поняла, что первый или до кисан края? Нет, я думала, что просто... Молодец. Думала, что просто нам не дадут медаль. Вот. Я думала, что... И знала, я увидела, что... поняла, что Дина вторая, Лина первая. Я думала, что... куда мне?
какой. Вот, села и ждала просто оценку, и когда вот это вот было, там же еще вот это вот, как обычно, поднимается с последнего места оценка, ползет. Ты говоришь, как обычно, как будто я не знаю. Я там частенько бывала. Там ранг идет первое место, второе, третье, и вот имена, фамилии, их оценки. И твоя сначала высвечивается в самом низу, 0, и она вот так ползет, набирается оценка 1, 2, 3, 4. Прикольно. Да, и в конце еще замедляется, и потом так бух на первое место. Это на всех чемпионатах мира так? Я была на одном, на моем было так. Ну, я так запомнить, вдруг где-то увижу, скажу, ну, я знаю, что сейчас, подождите. Класс, это очень на прикольно. Кубках мира тоже так делают. А на Кубках мира тоже так? Да. И я в кислом крае, когда такое вижу, буду уже уверенно сидеть, ждать. Класс. Я правда не знаю, это очень интересно. Такой еще гул болельщиков. И потом все взрываются. Ну, зависит от места, баллов. И, конечно... Что ты там увидела? Я не поняла даже сначала. Ну, то есть я смотрю... Это что, я? Так можно? Это я, ну, подскочила уже, обрадовалась. Да, у тебя там... Сережа на трибунах в обморок свалился. Правда? Ну, не прямо, на скорого не забирали, но да, он от радости. Он сидел на трибунах, болел, он приехал в Баку. Я следила. Да, жил в другом отеле, но мы когда ездили на нашем микроавтобусе, я знала, где его отель, вот, и он был в номере, и я когда ехала, он включал-выключал свет, мне мигал из окна, когда я проезжала. Это было очень мило, да. Поддержка чувствовалась, вот, и потом, но он потом мне уже рассказывал, что он так громко кричал, когда я увидел меня на первом месте, своим голосом так кричал долго и громко, что плохо стало. Но это я помню победный вот твой кулак такой, ты такой был по-спортивному, такой честный, такие вот эмоции, тоже опять картинка, это вот только хочется, наверное, порадоваться и дай бог силы пережить такие же эмоции, потому что это было очень круто, это было... Да, это точно было незабываемо. Ну, как я оттуда сразу вышла, и все забылось. Было незабываемо. Это было незабываемо. Но все забылось, потому что как бы дальше-то соревнования продолжались. И как дальше жить, когда ты уже чемпионка мира? На какой мотивации уже держаться с другими видами? Наверное, мы были замотивированы чем-то большим в плане того, что как бы, соревнования идут, ну, какая-то чемпионка мира, ты уже сошла с пьедестала, уже все. Уже дальше нужно продолжать работать, соревнования в полном разгаре, и как бы никакой мотивации не требовалось. Дальше булавы были, сложные булавы, потому что мы меняли прямо вот на чемпионате мира элементы местами. Ирина Александровна меняла в упражнении местами элементы. С чем это связано? У меня в концовке почему-то не получался мой поворот из утяшевой, который всегда получался. Вот. И его поставили в начало. А я сказала, что я его добью в концовке, но мне сказали, нет, ставь в начало. И в итоге, ну, как бы скрутила, но не очень. Я не знаю, что это было. Возможно, какой-то мандраж был, потому что всегда делала, всегда выкручивала. Вот. И было тоже волнительно выступать, потому что поменяли частями упражнений перед выходом. И лента. Вот после ленты я волновалась больше всего, наверное, на этом чемпионате мира. Серьезно? Потому что я выступила хорошо, и выступала Ариша. И она теряет. А я стою, смотрю по видео. И я понимаю, что еще одна ошибочка. Я думаю, хватит ли ей баллов, чтобы остаться в 24, то есть обогнать меня. Потому что я 2 недели мяч в руки не брала. А если бы я прошла, я не знаю, что бы было. У меня снова началась вот эта паника того, что я подведу страну, если не дай бог. И я стояла, я молилась всем богам, чтобы она прошла, потому что я не хотела подвести никого. Я понимала, что я не работала мяч. Ты оценивала свои силы? Да. А тут получается, что вот я сейчас
не дай бог. Ты уже такая, мне хватит чемпионата мира, спасибо. Нет, ну очень хотелось, конечно, но я понимала, что... Делать надо хорошо будет. Да, делать надо в любом случае хорошо. Там еще больше ответственность в финале многоборья. Вот. Ну, слава богу, все сложилось, как сложилось. Я выиграла ленту у Арины, но по сумме 3 видов она прошла. Но медаль ленты еще. Да, 3-е место. Приятно удивила, или ты уже после обруча уверенно уже сидела в киссинг-крае и уже понимала, что поднимается оценка? Там никогда нельзя быть уверенным на чемпионате мира. Случается всякое. Я думаю, и на каждом таком крупном старте нельзя быть в себе уверенным на 100%. Всегда нужно уважать своих соперников и знать, что ты, в принципе, не один такой. Что мама сказала? Ничего, мы молча, как дельфины, просто мыслями какими-то общались, не знаю, обнялись и все. И все. Мы вообще не разговаривали, не было ни сил, ни эмоций, ничего, мы просто обнялись. Она не сказала на ушко: Кать, пора заканчивать? Нет, такого не было. Такого не было. А медаль какая она? Классная. Прямо такая честная, настоящая, золотая, тяжелая. Долгожданная? Долгожданная, Очень. безусловно. Но ты понимаешь, что ты по-настоящему вот своим трудолюбием, своим постоянным качественным результатом заслуживала это место из года в год, и универсиады были еще. Да. Вот этот необычный старт, ну, такой, как бы о нем не так много говорят, но все равно это очень крепкий старт, и туда приезжают сильнейшие спортсмены. И у тебя 2 медали универсиады. И по многоборью, я имею в виду, там еще отдельный вид, по-моему. Да. То есть такие две универсиады, в я имею в которых виду. я выступала, да. Там многоборье и также отдельные виды финала. Могла быть еще 3-я. Могла быть, но Что пошло не не так? совпало. Это был 2015 год. Я закончила очередной курс в университете, и мы ездили на наши ежегодные сборы в Черногорию с нашими пушкинскими девочками, с тренерами на сборы. Вот, мы приехали, все замечательно, и меня вдруг вызывают в Новогорск готовиться на универсиаду. Конечно, у меня шок. Я не знаю, как же. Вот я на сборы приехала, тут море, пляж, зал. Вот. Ну и, конечно же, сразу следующим рейсом я полетела в Новогорск одна, без тренера, без мамы. У нее 30 детей, с ней на сборе она не могла. Вот, и тогда там была Катя Селезнева с ее тренером Ириной Александровной. Вот, мы вместе готовились, и к нам еще присоединилась Маша Титова. Вот. Я помню, я приехала абсолютно не в форме. Ну, конечно, я экзамены сдавала, спокойно себе. Летний переходный сбор восстановительный. Да, спокойненько, еще и без тренера, и нас сразу на контрольные тренировки. И, конечно, я третья, и потом приехала мама. И все потихоньку начало налаживаться. Ну, собственно, в форму начала входить, начала набирать форму. Меня тогда сильно тоже поддерживала Елена Юрьевна Нефёдова, тоже когда могла, тренировала, брала к себе, пыталась форму ввести. И вот под конец я уже была в такой очень даже соревновательной форме. Да, и была последняя контрольная тренировка, на которой Ирина Александровна попросила судей выбрать 2 все-таки. Маша летела точно, без вопросов. Вот, и между нами с Катей выбирали тогда, кто поедет. И просто не совпало. Кто-то, в общем, из судей выбрал Катю, потому что она с самого начала была готова, а я только набрала форму к концу. Наверное, да, с этим было связано. Вот, а уже в 2017 году полетели с Юлией Бравиковой в Тайпей. Что это за соревнования? Это как мини-олимпиада, можно так назвать, для спортсменов, но только как олимпиада для тех, кто учится в университете, скажем так. Потому что все то же самое. Деревня, универсиады, вот эти дома, у каждой страны свой дом. Все спортсмены делегации живут в этом доме. Все едят в одной столовой. Это огромная столовая с кучей разных блюд. То есть ты туда приезжаешь, и это прям вот вау. Как будто бы ты на Олимпиаде. Но это обязательное условие. Ты должен быть хорошим спортсменом. Да. И
Учиться в университете. Да, да. Вот где пригодилось. Это точно. И вот Тайпей для меня тогда был прям таким вот стартом, который... Перевернул даже, можно сказать. Ну, не то, что так впечатлил меня очень сильно. И все спортсмены, все виды спорта в одном месте. И поддержка бешеная. Вот весь твой дом за тебя болеет. Смотрит, как ты выступаешь. После выступления тебя встречают. Конечно, и ответственность большая, и поддержка тоже сумасшедшая. Было очень классно там. Но в 19-м ты уже на универсиаде была впервые в жизни уже туда, известной персоной. Да, поехала не две спортсменки, а одна. Почему-то сменили регламент, и всегда ездила 2 человека, и в этом году нужно было отправить только одну. И выбрали меня. У Саши, по-моему, тогда травма была, или не знаю что. Выбирали меня или Иру Аненкову еще. У нас были тоже сумасшедшие контрольные тренировки перед вылетом. Я помню, я часов 8 без перерыва просто вот пришла Ирина Александровна, и мы 8 часов делали прогоны. Одна я была в зале, больше никого. И вот мы мою ленту гоняли, вот эту новую, чтобы я ее сделала на 23 балла по тем вот правилам. Мне нужно было получить... Запомнила цифру. Ну, наверное, за 8 часов. Да, мне нужно было получить 23 балла, а у меня все не получалось, самая концовка. Не получалось, весь прогон делаешь, а в конце какая-нибудь зацепочка. Вот. Я делала, доделала ленту спустя часа 3-4. Вот. Я думала, все, потому что я была все. Мне говорят, мне кажется, это набери второй вид. Я думала все, потому что я была все. Я тут слышу, бери второй вид. Ты говоришь, нет, у меня его нету. Пришлось и 2, и 3, и 4. И там уже, да, ноги, руки отказывали, немели, что поделать. И вот на следующий день я вылетела в Неаполь одна. Но подожди, получается, руки, ноги немели. Так к чемпионату мира ты была все-таки готова? Там все примерно по той же схеме работало. Да, но перед выступлением просто, наверное, мы так не готовились никогда с мамой. Говорю, вот 4-5 прогонов делали, но без музыки, опять же. Но не 12 там и на чемпионате мира ты прям готовишься под музыку? Прям магнитофон разрешают? Да. Там... наверное, последний ковер перед выходом, там уже все спортсменки вместе, а вот все остальные 5 ковров были все с музыкой. Классно. Да, условия шикарные. Условия шикарные для подготовки, это 100%. Получается, и ты 19-й год, универсиада, ты в прекрасной форме, и, возможно, как раз именно эта универсиада дала... Я думаю, она была отправной точкой. Почему ты на чемпионат мира? Я думаю, да, потому что там как раз-таки Ирина Александровна смотрела, наверное, смогу ли я сама одна представить достойно страну. Потому что больше поддержки, подмоги никакой не было. Если вдруг уронишь, то все, провал. За сколько дней до чемпионатов мира ты узнала, что ты едешь? Наверное, за неделю. Мы готовились, я также готовилась, я была запасной. Саша была Клуж-Напока, Кубок мира, этап Кубка мира. Это Румыния. И она туда поехала, и что-то там не то было со здоровьем. Как-то она себя, по-моему, плохо почувствовала. Насколько я помню, могу ошибаться. Вот. И после этого меня заменили. Ее заменили на меня. Вот. Были еще варианты? Или ты первая запасная? Я. Была я. Просто я не знаю, почему тогда была только я там. Не знаю. Дина, Арина, я и Саша. Все. Больше... то есть неделю ты готовилась к чемпионату мира? Мы готовились ого-го как до, просто я не думала, что я туда поеду. Мы также готовились... как истинная запасная? Да. Такая, я поеду, посижу на трибунах, Мне кажется, я похлопаю. всю жизнь была вечная запасная. Примерно как-то так. На все... Я вытянула из тебя эту фразу. Так и было. 2018 год, чемпионат мира, я была запасной, вместе с девочками тренировалась. Я даже тренировалась, когда они там были на чемпионате мира в другом зале абсолютном. Я не была аккредитована, но я тренировалась. И мне до последнего говорили, ты должна быть готова.
То есть мы в зале вот в Софии, где зал, где сборная тренируется. Вот мы в этом зале каждый день с мамой приходили, пока девочки уже опробования проходили и все остальное, все делали прогоны. То есть Катя Селезнева всегда была готова? Я ждала вот этот, наверное, момент, когда это выстрелит. Но нужно быть всегда готовым. А мало ли У сейчас? тебя, конечно, режим вот этот ожидания, он был очень долгий, он был невероятно долгий. Я думала, я никогда не дождусь. Да, многие эксперты, ну вот тренеры, кто это судя, ну, обсуждают и говорят, все-таки не то, что дождалась, ну, дождаться это не так просто. Это надо дождаться в хорошей форме, и ну, это, наверное, на любви. Я не знаю, на чем ты держалась. Это правда, это невероятно. То есть 24 года ты выигрываешь мир. А кто-то из русских гимнасток позже по возрасту выигрывал? Ну, сейчас Катя Веденеева еще Выступает, но у нее бронза, по-моему, сейчас есть мировая, если я не ошибаюсь. Катя Веденеева. Нет, из русских именно, кто представляет сборную России, потому что все-таки сборная России — это сумасшедшая конкуренция еще. Все-таки Альмадена Ситостада, которая выступала за Испанию, там 4 Олимпийских игр прошла. Мы понимаем конкуренцию Испании. Она, конечно, сильнейшая сборная, но быть в таком возрасте, конкурировать в России, на чем держишься? Что за допинг, который можно? Сама в шоке. Не знаю. Нету какого-то секрета. Просто я мечтала всегда об этом. И ждала, и верила, что все-таки случится. Я имею в виду, да, спортивную карьеру. Это был просто ужасный год у меня. Если 19-й сравнить, да, вот ты как бы чемпионка. Нет, 19-й у тебя прям... Да, и универсиада, и чемпионка мира. Хоть я никогда... Ну, я не могу сказать, что я, не знаю, горжусь прям вот так вот собой, как вот и ставлю себя во главу угла. Я ты очень, чемпионка да, мира. я просто рада, что у меня это случилось и что я добилась своей цели. Вот это да. Вот. И 20-й год, когда начинается вот этот весь карантин, я сначала на базе, потом дома из-за вырванного зуба, потом у меня коронавирус, где-то я подхватываю. У меня очень сложно, я из него выходила. Потом, помню, я выздоровела, и я 3 месяца тренировалась дома, ну просто растягивалась, ОФП, бегала. И я еду на постановку новой ленты. Вот это «Я тебя никогда не забуду» Екатерине Григорьевне Дементьевой. И я понимаю, что я 3 месяца в зале не была. Я зашла в зал. Я была в нормальной физической форме, в смысле внешне, но в плане дыхалки и всего остального, я помню, когда мы записывали прогон, я там просто легла, у меня в глазах темно, в ушах звенит, и я думаю, божечки мои, я вообще еще жива или нет? Где эти 12 прогонов? Да. И потом вот мы полетели в Алушту, где я благополучно порвала связки. Об этом тоже, кстати, мне кажется, не рассказывала. Не рассказывала. Серьезно? Это связки чего? Голеностоп. Да ладно. Да, но вообще как-то о травмах у нас не принято рассказывать особо в гимнастике, и поэтому никто не знает, что у кого болит. Вот. Могут увидеть там, корсеты, тейпы. Тейп наклеенный, но никто никогда не понимает, насколько это серьезно, больно. Да. Вот. И вот там порвала связки, притом сначала это не было известно. Видимо, был такой отек, что не было видно ничего. Вот. И сказали, что просто растяжение, да, что-то такое. И я тренировалась с этой ногой. Ну, наступать не могла сначала, потом тренировалась. Да, потом спустя 3 месяца я поняла, что каждое утро я не могу ходить. То есть я не могу встать и идти. И тебе через адскую боль приходится вот это вот все расходиться сначала, и потом только ты можешь как-то двигаться. Поэтому у меня все вот повороты планше ушли. В какой-то момент мы их заменили уже на другие элементы. А правая нога была? Да, у меня поменялись из-за моих травм, можно сказать, элементы. У меня появилось боковое, вот этот поворот в боковое, который я научилась на старости лет делать. Вот. Пришли новые элементы. 25+. Да, мы искали какие-то выходы из этой ситуации всегда. Вот.
И я узнала, сделала МРТ повторное в Москве, и мне говорят, а как ты тренируешься? У тебя застарелый разрыв связок. Вот. И разрыв связок застарелый. Да, связки застарелые, еще и порвала. Нашла, что рвать. Вот. Пришлось восстанавливаться очень долго. Это хуже переломов. Особенно если... Как бы в переломе все понятно, там хорошая реабилитация, и ты восстановишься. А тут ничего не помогало. Поэтому 2020 год — это просто ужас. Для меня был как спортсменки. Но опять ты не закончила. Снова ждали Олимпиаду. Она же должна была быть в 2020-м. И ты первая запасная. Да. Была точно в 20-м. Потом мы оказались с Лалой уже вместе, уже Лала подросла. И 21 год Гран-при было в Москве. Ну, у тебя было несколько этапов, да? Да, несколько этапов Гран-при, и потом уже планомерная подготовка к Токио. Мы во Владивостоке все вместе были на предолимпийском сборе. Готовились все. Была очень непонятная ситуация из-за... Ковида? Да, из-за ковида. Непонятно было ничего. Кто как долетит, как что будет. То есть там же тесты тоже приходили. То они правильные, то они неправильные. А если ты туда приедешь и сдашь тест, и он будет положительный, даже если он неправильный, ты уже не можешь выступать. То есть там целое вот... То есть есть что, ты была готова? Мне кажется, это была моя лучшая форма за всю мою жизнь. И это было самое обидное вообще. Это было самое обидное. Я могла сделать вот так просто с лету все прогоны чисто. Плюс к этому, наверное, когда ты в самой лучшей форме, у тебя самый пик всех травм. У меня просто были боли везде. У меня защемляла шею, у меня защемляла спину. Я проснулась, не могу шевелиться, а нас отправляет... У Дины с Ириной был в этот день выходной. У нас тоже должен был быть, но нас с Лалой на контрольную тренировку с Ириной Александровной. И я просыпаюсь... И вообще ничего не могу. Вот, поехали на контрольную. Без всего даже не готовилась, просто вышла, сделала 4 чистых и ушла. Вот. И это было невероятно обидно, когда ты возвращаешься домой в самой лучшей форме в своей жизни, и все, мимо выступления. И нигде не показала. Да. Ты сказала про лучшие формы. В моей голове наши разговоры с Мелитиной, с Танютой. И она говорит, я тоже на своих Олимпийских играх она была в лучшей форме, на 5-е место. Я даже не знаю, что не выступить, либо выступить и быть... Не выступить хуже. Да? 100%. И быть 5-й. А если бы выступила, была бы 5-й? Я думаю, что это огромная честь для спортсмена побывать даже там на Олимпийских играх. Конечно, там ты мечтаешь о какой-то медали, но даже присутствие на Олимпиаде... Если допустить ошибку и как бы вот ответственность перед страной. Это уже другое дело. Она же не допускала вроде как ошибок. Честно, не вспомню. Мне кажется, она допустила. Мне кажется, просто побывать на Олимпиаде — это стоящее событие. Мне кажется, от России просто нельзя просто побывать на Олимпиаде. Как и вообще на каком другом. Да, от России в художественной гимнастике либо ты едешь. Вот я могу сказать, мы в Таиланде были на соревнованиях, на каких-то, достаточно местечковый турнир, но ты приезжаешь от России, к тебе такое повышенное внимание. То есть мы у меня гимнастка 12-го года, знать ее не знает никто, но она представляет Россию. Я такая, я на разминке массаж ей делают, и на нас все смотрят. К нам подходят фотографии. И от России нельзя допускать даже никаких, мне кажется, ошибок. Из-за этого на Олимпиаде, если бы мне задали такой вопрос, я бы, наверное, 1000 раз подумала, что если выступить на России и допустить ошибку на Олимпиаде и не быть на пьедестале, мне кажется, это прям психологически... В этом большое отличие, конечно, подготовки вообще и эмоций других спортсменок из других стран от наших, потому что, конечно, у нас очень большая ответственность, очень. И ты действительно не можешь себе позволить допустить ошибку. Конечно, бывает всякое, но в голове тебе потом будет 1000 раз хуже. Но август 2021 года тебе запомнился, мне кажется, и другими яркими событиями. Сначала было очень грустно, потом стало получше. Ну-ка, с этого места поподробнее. В Рождество в 20...
в 21 году, в Рождество, 7 января, мне сделали предложение. И вот мы поставили свадьбу на август, как раз зная, что будут и сборы предолимпийские, и на всякий случай, там, если вдруг что-то случится, не дай бог, это поставили. Но я имею в виду с девочками, они же тоже, они к этому шли сколько лет. Там истории тоже невероятные, конечно. Еще те долгожители. Да, поэтому я знала, что запасная. Вот, и если вдруг что, я была готова. И поэтому специально поставили свадьбу на конец августа, 17 число. Вот. За ним многие гимнастки наблюдают в Инстаграме, потому что ваша история началась, когда ты еще была действующей гимнасткой, и он очень мило тебя поддерживал, и громче всех «Катюша, вперед!» Или как он все время кричал «Катюша», и вот «Катюша» это мы понимали, что это кричит Сережа. Он никогда не кричал «Катюша». «Катюша» кричал он? Никогда. У него одна коронная своя вот эта воу-воу-воу-воу-воу. И я знаю, что он на трибунах сидит. Но это только после. Я ему запретила до мне кричать. Катя мне сегодня кричать запретила. Так, ну вот расскажи еще о 5 интересных фактах о ваших отношениях. Ну, потому что за вами очень мило наблюдать, и так мало пар в гимнастике, которые действующие гимнастики. Дом 2. Найди свою любовь. Запретила кричать. Да. Ну, это смотри, это прям очень по-гимнастике. Он знаком с Оренсаной? Как они познакомились с Оренсаной? Знаком буквально в этом году познакомился лично. Сейчас только? Да, она его знала всегда. Всегда свою спрашивала, интересовалась там, как дела, что как. Вот. Но лично удалось просто приехать, так только в этом году на Гран-при познакомилась. Сказала, что симпатичный. Мама? Мама сколько его знает? Да. Столько, сколько мы вместе сразу. Мы вообще с ним общаться-то начали давно, еще раньше, чем начали встречаться. Это логично. Вот. Ну, в смысле, намного раньше. 2 года он меня еще динамил. С этого места поподробнее. Мне кажется, здесь мы повысим просмотры. Так, что это значит динамил? Да нет, я просто была маленькая, выпустилась из школы, совсем малышка. Он приехал, первый раз меня увидел после, как раз-таки на мой выпускной он приехал и подарил мне цветы, и все, и меня забрали на отмечать выпускной. Моя учительница сказала, посмотрела, говорит, это вообще что за мужик? Ну, конечно, тогда для нас, школьниц, да, человек приехал на машине с цветами, вроде взрослый. Она была в шоке, она меня забрала от него, я очень, конечно, извинялась. Он ехал 4 часа по пробкам в это Пушкино, вот, с этими цветами, и столько же назад в Жуковский к себе. То есть это было просто ужас, и он сказал, я больше никогда в жизни к тебе не приеду, теперь там живет. Это очень забавно. Он стал твоим ярым фанатом. Он до этого вообще в гимнастике не разбирался. Да, сейчас все во всех правилах, все понимаю. Новорусских. Но он всегда, да, старался, поддерживал меня. Я не знаю. Был на разминке, я его часто видела. Ну вот, то есть он заходил в зону ковров. Это где? Во дворце. Наверное, когда я не выступала. Если... Не, ну после парада имеется в виду такое. Нет, он тебя не разминал, имеется в виду, не проводил хореографию. После всех выступлений, да, там мы могли уже в конце обняться, потому что снова я уезжала или в Новогорск, или там продолжала какие-то подготовку еще где-то, поэтому мы могли увидеться вот только после выступления. Он меня очень поддерживал. Даже когда у нас был карантин на базе, он приезжал к воротам, к забору, да, и мы стояли метр с этой стороны, метр с той, вот так вот общались, чтобы видеть друг друга. Так что поддержка была колоссальная. Какую-нибудь, может, музыку он тебе для постановок или что-нибудь вот есть в вашей истории? Да, он как раз-таки был тем человеком, который нашел мне музыку на ленту «I love you, baby» в машине. Послушал. Это вот Сережа был. Так мило. Ну, мне тоже песня понравилась. Как бы. Тут не без меня, без моего одобрения ничего бы тут не было. Но у вас была гимнастическая свадьба? Там много было? Или...
Я всегда как-то различала у меня. Мне кажется, что так совпало, потому что весь мой год, когда я приехала в Новогорск, можно сказать, 16-й год, да, он закончил вообще выступать. Все вот, кто выступил, Алина Макаренко, Ксюша Дудкина, Рита, ну, даже Яна, она помладше, но все вот, с кем я, можно сказать, 1 года и общалась, они все закончили, и я осталась одна, и были только девочки поменьше. Конечно, мы сейчас со всеми общаемся, даже с юниорками хорошо, но в тот момент, когда ты там живешь, сложно найти каких-то вот прям друзей. И у меня всегда с детства были подруги вне спорта, вне гимнастики. Есть лучшая подружка, с которой мы сели случайно в 1 классе за одну парту. Так до сих пор и дружим. Отличница. Она МГУ золотое с красным дипломом закончила. У вас нормальное образование в Пушкино, прям 99 английский. Да. Мама больше переживала на твоей свадьбе или на чемпионате мира с обручем с твоим золотым? На чемпионате мира, конечно, что Да? на свадьбе Ну переживать. как, трепетно, лапочка, Ну, доченька. одно дело трепетно, второе дело что-то переживать-то. Мы же уже, очень давно вместе, насколько, 7-8 лет, а знаю его лет 10 уже. Поэтому это не был каким-то таким То есть мама опрометчивым шагом. не плакала, от трогательности момент. Может быть, но никто не переживал. Я думаю, что все понимали, что давно уже к этому идет. Магический шаг. Да. Уже все давно ждали, когда. Теперь следующий вопрос, когда. Эти вопросы когда никогда не заканчиваются. Это наш социум. Да. Свадьба была не гимнастическая, но у тебя была очень также яркая жизнь помимо гимнастики. Съемки для Vogue, работа с разными рекламными компаниями. Также ты амбассадор Адидаса была. Какие еще? Видео на Ютубе. Да, у нас есть свой канал. Мы с Сережей на карантине нечем было заниматься. Создали свой канал и снимали туда видео. Продолжаем иногда выкладывать выпуски. К сожалению, наверное, в большом не получается это делать регулярно. Возможно, стоит возобновить, потому что дети смотрят, дети потом говорят, приезжаешь в какой-то город на мастер-класс или еще на соревнования и спрашивают, когда следующий выпуск. Очень нравится детям. Кстати, мастер-классы. У тебя школа своя. И уже, кстати, не одно отделение. Я как слежу тоже за вашим развитием. Да, есть такое. Открылись в этом году. Я давно мечтала, мне кажется, каждый человек, спортсмен, не только спортсмен, хочет после себя оставить что-то в этом мире, что будет продолжать вести его идеи и продолжать этот путь. И, конечно, в Пушкино хотелось открыть свою школу, потому что я сама оттуда, я училась там, тренировалась там, росла там, и хотелось там открыть что-то свое. И ты сама там преподаешь? Да, сама тренирую. И вот второй филиал у меня как раз в Ргувке. Такие знаковые места в твоей жизни? Да, там, где я получала высшее образование. Там тоже бываю, на самом деле, всегда стараюсь сама следить за детками, за успехами, курировать процесс, потому что для меня это важно, чтобы именно все было правильно. Ну, я уже поняла, что как ты закончила школу, как ты училась, что по-другому у тебя не бывает. Еще на какие направления, может быть, ты рассматриваешь? Я знаю, что ты закончила спецкурс в МГУ по психологии. Да. В этом году, как раз-таки, когда открыла свою школу и пошла, хоть я и до этого, у меня было много работы с детьми на мастер-классах, я уже достаточно давно, в принципе, их провожу, поэтому плюс с детства у нас всегда... Младший под крылом. Да, воспитывали, поэтому это не было каким-то новшеством, но мне захотелось именно... какое-то образование получить, поэтому нашла спецкурс в МГУ, по направлению спортивная психология. Сдала. Какие еще направления рассматриваешь, где мы можем увидеть Катю Селезневу в ближайшее время? Может быть, в каких проектах? Сейчас все внимание, конечно, направлено спортивному клубу и его развитию. Хочется, чтобы он развивался и только рос и приумножался в плане отделений.
Я честно скажу, я слежу за твоим инстаграмом, и когда ты в сторис выкладываешь сделано, мне кажется, у тебя очень много подписчиков. Есть ли сейчас какие-то рекламные контракты? Ты была, я говорю, амбассадором Adidas. Да. К сожалению, сейчас бренд ушел из страны, но это были классные 2 года, когда я была амбассадором, было много съемок различных проектов, и сейчас очень здорово, что всякие локальные бренды, именно наши, вот в эти непростые для всех времена, стараются именно развиваться как можно скорее, и да, есть различные проекты рекламные, в которых зовут участвовать. Я от себя прошу, сейчас у меня пропала история, пожалуйста, его веди. Мне очень нравится за тобой наблюдать за твоим плотным графиком, потому что я такая думаю, я не одна такая, которая отмечает, выполнено, сделано, ставит задачи на день. Да, к сожалению, иногда, видимо, слишком плотный график настолько, что ты даже не успеваешь ничего выложить в Инстаграм, вообще, в принципе, туда зайти. За тобой очень приятно наблюдать, очень Спасибо большое. Интересно и меня успокаивает. Что-то плотность графика не только у меня, это очень круто. Мы можем перейти, мы давно забыли про эту рубрику «Блиц». Короткий, простой. Если один предмет в гимнастике, то... Все. Кроссовки или туфли? Кроссовки. Не надо объяснять. Кроссовки. Ну, по-разному. Любимая гимнастка? Ира Чащина. Самый запоминающийся момент в спорте? Один. Чемпионат мира. Самый запоминающийся момент из жизни вне спорта? Каждый день чем-то запоминается, нет такого. Сережа сидит такой, думает, а как же свадьба? Красотка, класс. Гимнастика — это? Любовь. Стабильно. В твоем случае 100%. Пожелания нашим зрителям? Общее, личное, кому-то конкретно? Привет, может быть, кому? Во-первых, хочу сказать большое спасибо всем людям, которые со мной работали, принимали участие в моей подготовке на любых этапах ее. И также сказать большое спасибо всем моим родственникам за просто колоссальную поддержку, за все эти звонки, переживания. Тетя из Казани, моя бабушка в Дзержинске, которая сейчас, которые ездили со мной все детство. Бабуля забирала купальники у швей, привозила мне на соревнования, вообще за 3-9 земель на поездах, на чем только она не ездила, чтобы только Катенька выступала. И ты понимаешь только вот по прошествии времени, сколько всего было вложено, и вот за это всем большое спасибо. Кать, меня часто называют, что я очень сладко говорю про гимнастику, и я очень влюблена в гимнастику, но насколько сейчас, я думала, Катя Селезнева, правда, у меня был совершенно другой образ. Да, все думают, что я стерва. Я этого не говорила. Но, честно скажу... Что такое есть, правда ведь? Настолько пропитанный, мне кажется, выпуск. Мне кажется, под нами даже сердечки будут ставить и говорить, чересчур сладкой и по любви. Это настолько... 11 чемпионатов России, мне кажется, без любви к гимнастике не пройдешь. И твои взаимоотношения с мамой как с тренером, это просто такой показатель, такая планка, на которую хочется равняться. Огромное тебе спасибо, что ты доверила свою эту историю, и она, правда, она очень в сердечке, и пусть нам скажет, что получилось, очень, возможно, приторно, но мне так круто, что я это услышала, и услышала это от гимнастки, и, конечно, приятно, что ты такая образованная, такая умная, такая пропитанная любовью к гимнастике. Спасибо тебе большое, что поговорила с нами о гимнастике. Большое спасибо вам за приглашение.